Блин, какое обалденное место. Аккуратненькая такая марина. Пляжик галечно-песочный. Сразу футбол тут. Горы вокруг. Сараническое красивое море все-таки. Места здесь классные. Такие приколы. Прямо на воде делают стекловолоконные работы. Но студика-то ладно, тут труд, вокруг вон пыль-то лежит. Ничего, не боятся ничего. Польский флаг. Ой, чую, кто-то из наших. Уголом побит. Интересно, здесь получили дэмэдж? Нет. Видимо, купальную еще отлупасили. Так, яхта красивая. Стил Маре 50. Интересная, да? Такой пульт. Толковый. Это, конечно, очень защищенная бухта. Как мы видим, круговая, мало того, что, да? Как бы волна не разгонится. И стоят вообще, я так понимаю, глубина здесь везде приемлемая для того, чтобы стоять. По кайфу. И дорога сюда обалденная с Каринфа, к слову, на машине, просто топовая. Моди вообще в отличном состоянии. Говорят. Выглядит немножко грязновато. Здесь вот что-то припыленный. Какой он гармин огромный. Делает вообще странные вещи. У него фото одни, а как бы лодки вообще другие. Не знаю, что вы запутали, для чего он это делает, не ясно. Есть автопилот, Virtus стоит на базе блока Virtus Mitsubishi. Кубота, Соли Mitsubishi. Пойдем вперед глянем. Центральный кокпит. Какой он там, по-моему, 35 cc. Посмотреть на борту. Опять же, название лодок пишет совершенно не те, которые есть на самом деле. То ли не разбирается, то ли... А, не пытается. Ну, вроде грязь. Шкоты заведены в кокпит. Якорное хозяйство. 35 и ни шагу назад, как говорит. Ну, у него тут на все что-то нет торга, как-то он дела ведет так. И тут у нас гарминовская рация, инструменты, зарядный, классический этот туалет. Туалет, конечно, реализован интересно, проходной. Сюда и туда одинаковый, но это хорошо, места много. Не надо на два туалета места, зато сам душ, туалет шикарный. Я ничего не снял. Какой-то сейсмограф. Кают-компания приятная. Сама вся эта штука, вон, массив приятный. Дерево не уставшее, хорошее, чистенькое. Но, как сказать, меньше 35 не отдаст, это грустит сразу. Здесь, конечно, ну, все приятно выглядит. Так она довольно свежо выглядит. Но это без хозяина лодка. То есть, как бы, не то, чтобы хозяин прям показывает, такой, приезжайте и все вам рассказывает. Есть плюсы. Ну, может, 35. Но это прям, наверное, самый топ для нее цена. Миновский радар. Ну, вот эта дура, получается, все вместе. Общаются. The condition is nice. It's this one parts is very good. Короче, сделал старый грек, пользуется ей. Классный такой, как он называется, интегрированный. The cells are not so good. The cells are okay. Not perfect, but okay. Классная, довольно прикольная купальная платформа, чтобы не заплескивало. Есть такие штуки. Откидной трапик. Все очень чистенько. Это имитация. Тут что-то, кстати, нет, какой-то камень. Тут что-то такое интересное. Или это дубевшая имитация. Янмар свежий. Чистая лодка. Румпель. Немножко такая на любителя. Но, говорит, готовая полностью. Покупай и плаваешь. Все, ничего не надо делать. Ну,
Небольшое включение, мои уважаемые яхт-любители, на тему брокерских секретов. Так вот, в этом регионе, Краниде, работает брокер под названием Ниносио. Он чаще всего свои лодки обозначает как Краниде. Хотя, я смотрю, он уже полез и в Метане был, и в Месолонге подыскивает себе объекты. Значит, приехал туда смотреть так называемую Тринителлу. Она не 3A, а другая, я уже забыл. Но в объявлении она была 3A, 79-й год. Значит, посмотрев ее цена была 15 тысяч. На борту я нашел контакты владельца, списался с ним, дабы выяснить обстоятельства от первого лица. И оказалось, что он вовсе не давал разрешения этому брокеру ее продавать, тем более за 15 тысяч. В итоге мы разнакомились, это оказался русскоязычный житель Польши, по-моему, боюсь соврать. В общем, имейте в виду, такие дела тоже имеют место быть. Рынок в Греции известен, игроки не так их много, все понятно, кто есть кто. Так что обращайтесь сами или будьте внимательны по этому вопросу. Напоминаю, что у нас есть телеграм-канал с выгодными предложениями, ссылка в описании, присоединяйтесь. It looks like some... Yeah. Формы такие интересные у нее. Такое. It's 43 feet. Большой очень. And yeah, you say 90? 79. 379. Такой дек. Ничего не видно. Сейчас попробуем определить его. Кетч. Прикольная рубка закрытая. Но здесь, конечно, классно. Смотрите, какая лебедка. Обалдеть. И руль что, и вперед и назад? Чем-то даже управляет? Непонятно, что можно рулить назад? Перкинс, 4 котла с турбины, это 75 лошадей, который выглядит относительно чисто. Тоже интересно открывается. Три ступенечки вниз и носовая. Ну, достаточно, очень объемно, по большому счету. Кухня хорошая, надо мной добрых 15 сантиметров. Это 1,90 м. Смело. Не сырая. Говорит, окна ликвид, ну, типа, плачут. Но они все накрыли, поэтому внутри чистенько. Проход огромный. Носовая. Туда ногами, здесь если закрыть, ну такая даже слева направо хорошая двушка, очень хорошая. Интересно, так все открывается. Интересная лодка. Туалет не очень удобный. Мойка туда толкается, я так понимаю. Душ. В этом плане чуть-чуть неудобно, такой размер, зачем еще тютиться. Электричество великолепное. Вы гляньте на него, что показывает. 15,9. Это что это такое? А это температура, наверное. Вольтаж 28, какая-то разные бортовые сети. Но не дохлые. Какие-то есть вольтажи. Кухня приятная, бодрая. А этот не ржа, но не очень большой. Настоящий пират. Интересно сделана полочка, откидывается. Из-за этого, конечно, загружать, выгружать удобно, но сбоку имеем вот такую вот открывашку. И еще вот такую, короче, очень все намудрено. Ну, здесь везде места для хранения в целом.
Наверняка много места всякого разного. Хозяйская лодка, конечно, довольно интересный проект. Симрад огромный. Ну, нет, старый просто. Клипера дешевые. За что 30 штук, спрашивается? Давай посмотрим заднюю каюту. Здесь две справа-слева койки. Так, справа, слева две одиночки и отдельный туалет. Причем здесь туалет прикольнее, чем там, но тоже сдвигающийся. Кухня. А это что за место для удара головой? Непонятно. Или чтобы когда в туалет ходишь, можно было упереться головой. Интересная штука. Много кипа, но очень дорого, конечно. Есть очень много прикольных штук. Вроде бы построена лодка немцами, да, но очень, как он сказал, их мало, в общем. Типа кастом, можно так считать. Лодок построено что-то в районе 7 штук, он сказал. Даже подписано чем-то. Оденбург, Германия. Что это за номер? The Captain's War is Law. Сиаток ST6000. Ну, имеет место быть, наверное, но не мой вариант. Такая у нее современная мачта с закруткой в мачту, но при этом троса на поднятие, как у стариков. Передний парус солнцезащиты мешком и отдельно якорь здоровенный. Здесь есть лифты для поднятия. Ну, такая прям для себя, конечно, и для кругосветки могла бы быть. За 30 штук. Не так уж и дорого для кругосветной лодки. Здесь огромный винт. Радар гидравлический, наверное, 2. Приходит full kill. Осадка 1,7, но при этом он такой огромный водоизмещение. Говорит, хвастается, что в Германии такая лодка продается за 90 штук. Не знаю, что за шоколад. Есть такая лодка, 53 фута. Строил ее по итальянскому проекту греческая верфь, Дроморовская, достраивала, так сказать. Называется она Кассандра. 5 кают. Мы видим вот такой вот киль. Свинцовый он. Свинцовый, нету ржи. 5 кабин. Огромный винт. Такая дура. Здесь все, конечно... О, тут существенные. Смотрите, какие здесь размеры. Кокпит. Большое дерево дофига. Все в саморезах, естественно. Прям бабулечка. Живет. Жила с каким-то чуваком. И что-то с ним случилось. Короче, продает ее. Лодка старая, но 53 фута. Вот такие вещи фундаментальные здесь. Огромные. Все серьезно. Работы валом. Но это как если бы путешественнический бейс. 53 фута. Ванты размера просто обалденный толстый. Это что-то заменка или что? О, что-то вырвано. Болты отгнили. Вот так вот тоже бывает, ребята. Внимательно смотрим. Отгнили болты, отвалилась ванта. Гик. Сейчас пойдем глянем, что внутри. Шкипер 53. Скиппер. Здесь какие-то заметки странные. Как будто еще раскрывается, как-то все послойно. Интересно. Дубина такая.
Все дешенько на молоточках, но зато надежно, конечно, такие молоточки. Так, заходишь, проходишь правая такая низкая, достаточно каюта классная. С другой стороны I put the ice. здесь сделали как хранение. Здесь у нас что? Туалет. И здесь туалет. Два перед носовой каюты. Носовая. 5 кабин. Две на одиночке, но зато все отдельные. И пойдем посмотрим задние. Огромная кают-компания. No, No, radar no. radar no. Radar autopilot. Autopilot asleep? Задние две Yes. со своими, похоже, туалетами. Да? И еще туалеты. Сколько? 4, надо посмотреть. И сюда. Вот здесь тоже хозяйская там разложена. Достаточно просторная, высокая. И тоже свой туалет. Бабуля курит, бычки тушат в этот. Навигация сладенькая. Но кое-что есть. The new. Вопросики. А where is the engine? Here? Не работает. Сказала, да. Volvo Penta огромный на Oh, my husband. 4 котла. It's working good? Engine? I hope the Масло ссыться, все как обычно. when stopped boat is work. Ну, размера туда запихнуть, Дизель. конечно, дофига всего можно. Да, генератор, сказал. Так, вот этот симпатяга по итальянской якобы строился по итальянской лицензии. Немецкие документы. Такие у него обводы 70-х годов. Всего 8 тысяч. Что-то там около 11 метров. Борта все что-то шарпанные-перешарпанные. Можно починить. И сверху такая дичь. Я даже заходить не буду. Грязь, грязная. Тут есть только гробик. Классическая. И вот такая движуха. Знаешь, бак течет. Но с штурвалом за 8. И с маленькой аркой. То прикольчики, вот как они на слух. Он говорит, все нормально, с техничкой, с лодкой, все хорошо. Заходим, ну ладно, радар здесь конец, бог с ним, ударился. Смотрим на киль. Просто немножко повело влево. Ну что, на второй день не удалось остаться в хостеле. Вернулся, заселился в Каринф. Уже вот такую, как бы, не студия, не знаю, как студия, наверное, да, называется. За 37 евро в сутки. Это минимум, как бы, в этом регионе. Ну да, просторненько, чистенько, красиво. Управляющий оказалась девушка. Сосед случайно к ней вышел, тоже русскоязычный, но грек. Представляете, как круто. А здесь я в Каринфе, а в соседнем Лоутраке живет наш подписчик. Правда, он сейчас в Москве, поэтому тоже, короче, здесь комьюнити. Масса.